And we're going to cover those skills and what it takes to succeed at the highest levels within Trevorium. И таким образом мы рассмотрим все необходимые навыки для того, чтобы преуспевать с Травориумом. But one of the things I want to cover today И один вопрос, который я хочу, чтобы мы разобрали сегодня, is just how much momentum we've already created with the company as we head into the new year. это как много моментов мы имели уже с компанией на пути к Новому году. So on the screen, this is Miss Cynthia Sly. Здесь на экране мисс Синтия Слай. And she went from $0 to $170,000 per year in 14.3 months with our company. И она поднялась на уровень от 0 до 170 тысяч долларов в год за 14,3 месяца. On the screen here, we've got Miss Larissa Berg and Eager. Также мы видим здесь мисс Ларису Берг и Игоря. Now, Eager is getting very close to 3-star ambassador. Игорь уже очень близок к 3-звездному амбассадору. And Larissa is getting very close to 2-star ambassador. А Лариса приближается к 2-звездному амбассадору. And I mean, they are just shy. I mean, they're going to hit that very quickly, very soon. То есть очень скоро они выйдут на эти уровни. But in their first 13 months, they created a residual income of over $300,000 per year. Но в свои первые 13 месяцев они организовали себе постоянный пассивный доход в размере свыше 300 тысяч долларов. And we are not in momentum yet. И мы еще не на пике. Now, some of you may not know what momentum is. I'm going to describe that. Если кто-то не знает, о чем я говорю, я сейчас вам опишу. I was with a company back in the year 2000. Я был с компанией в 2000 году. And the company went from 2 million a month in January. И компания прошла путь от 2 миллионов в январе. And they were doing 10 million a month by the end of September. И к концу сентября они зарабатывали 10 миллионов. So they increased sales by $8 million a month in 9 months. То есть за 9 месяцев они увеличили продажи на 8 миллионов долларов в месяц. That's momentum. Это то, что называется пиком. We are not there yet. Мы еще не там. And the key word is yet. И ключевое слово «еще». When we do get to momentum, you'll see, most of you will see your checks explode and grow 10 times, 20 times what they are. Когда мы будем на пике, вы увидите, что ваш доход увеличится в 10-20 раз по сравнению с тем, что у вас есть сейчас. The sweet spot in any direct selling company, any network marketing company, is to be there in what's called pre-momentum. Самое хорошее и полезное – это вписаться в любую сетевую компанию в тот период, который называется предпиковый. And the bigger your team is when momentum hits, the bigger your check will 10-20x. И чем больше ваша команда будет на момент наступления этого пикового момента, тем больше увеличится ваш чек, который увеличится в 10-20 раз. So if I'm making $1,000 per month, то есть если я зарабатываю $1000 в месяц, and momentum hits, когда придет пик, and my team explodes, и моя команда начнет увеличиваться взрывным просто образом, and my check does a 10x, и мой чек вырастет в 10 раз, I go to 10 grand a month. я выйду на 10 тысяч в месяц. But if I'm like Eager and Larissa, where my check is 30 grand a month, но если я, как Игорь и Лариса, где мой чек это 30 тысяч в месяц, and my check 10x's, и мой чек умножается в 3 раза, I go to $300,000 per month. я выйду на 300 тысяч долларов в месяц. That is the kind of income that's going to happen for many of you. Это тот доход, который случится для многих из вас. So we are in the sweet spot. We are in what's called pre-momentum. То есть мы в этой сладкой точке, которая называется предпиковая.
Now, even in pre-momentum, Даже в предпиковом месте, when you look at Igor and Larissa, $300,000 on 13 months. если вы посмотрите на Игоря и Ларису, 300 тысяч долларов заработок за 13 месяцев достигнут. Cynthia Sly, $170,000 a year in 14.3 months. Синтия Слай, 170 тысяч долларов в год за 14 с небольшим месяцев. You look at Ambassador Deborah Taylor and her late husband, Guy Taylor. Вы смотрите на амбассадора Дебру Тейлор и ее покойного мужа Гая. Now, remember, her husband passed away when she was a 3-star director and he was just a 2-star director. Теперь помните, что он умер, когда она была 3-звездным директором, а он был 2-звездным директором. But they've seen that income grow to over $250,000 per year. Но их доход вырос на 250 тысяч в год. And again, we're not in momentum. И опять же, мы еще не на пике. If you look at Ark and Tatiana, Если вы посмотрите на Арка и Татьяну, Tatiana's got a lot of momentum and she's heading toward 2-star ambassador. у Татьяны есть свои пики, она почти 2-звездный амбассадор. And Ark is about 3,000 away from becoming an ambassador himself. А Арку не хватает всего 3000, чтобы подняться до уровня амбассадора. I mean, their income is over 200,000 a year in 18 months. Их заработок достиг более 200 тысяч долларов за 18 месяцев. Again, 200 grand a year in 18 months, and we haven't even hit momentum. Еще раз, 200 тысяч долларов в год, и мы еще даже не на пике. Guys, the real money has yet to happen, right? Don't get me wrong. 200 grand a year in 18 months is incredible, but the real money has not kicked in yet. То есть, вы видите, реальные заработки еще даже не пришли. То есть, не поймите меня неправильно, 200 тысяч в год – это очень круто, но это еще не предел, далеко не предел. If you look at Andrew Ivanov and Svetlana, 170,000 a year in 14.5 months. Если вы посмотрите на Андрея Иванова, 170 тысяч до 14,5 месяцев. If you look at, we have a brand new ambassador from Kazakhstan. И, кстати, у нас есть абсолютно новый амбассадор из Казахстана. She got here in 5.5 months. Она на этот уровень вышла за 5,5 месяцев. She hit it 10 days ago. Она получила эту позицию 10 дней назад. Huge congratulations to her. Огромные поздравления ей. She's the first one in her entire country. Она первый амбассадор во всей своей стране. And by the way, guys, let me remind you, I think you guys all know this better than me. We don't even have our website in the Russian language yet. И позвольте мне, кстати, вам напомнить то, что вы без меня прекрасно знаете. Наш веб-сайт еще даже не работает на русском языке. Yet. Пока. It will happen. Это случится. We don't have our videos in the Russian language yet. У нас нету наших видео на русском языке еще. And you got people going 120 grand a year in 5.5 months. Тем не менее, люди достигают заработков 120 тысяч долларов за 5,5 месяцев. And momentum has not yet begun. И пик еще даже не наступил. She will end up over 100,000 a month. Она будет зарабатывать больше 100 тысяч в месяц. That's over $1 million a year. Это больше $1 миллиона в год. And by the way, guys, we had another brand new ambassador just 3 days ago. И, между прочим, друзья, у нас есть еще один совершенно новый амбассадор всего 3 дня назад. Vera and her husband, Sergey. Вера и ее муж Сергей. They are an amazing couple. Everybody loves them. Они прекрасная пара, все их любят. And 13.8 months to $120,000 per year. За почти 14 месяцев они вышли на 120 тысяч долларов в год. And again, I'm putting the emphasis. This is just the beginning. Come back and talk to me in 3 years. This couple will be over $1 million a year.
И еще раз, это только начало. Поговорите со мной через год, эта пара будет уже миллион зарабатывать. I want to give a huge shout out to Arena Я также хочу поприветствовать Ирину, because Arena has spent 20 years managing a dental office. потому что Ирина 20 лет провела в зубоврачебном офисе менеджером. Every day, the same thing. Каждый день одно и то же. She's in bed, sleeping, В кровать, поспать, peaceful. мирно. Then, the alarm goes off. Потом будильник включается. And you're like, it's almost like scare you. Он вас практически пугает. You have to wake up, look at the clock. Тебе нужно проснуться, посмотреть на часы. Oh my gosh, it's Monday. It's Monday again. Это снова понедельник. I got to go to the office again. Мне надо снова ехать в офис. Maybe I can call in sick. Может быть, я позвоню, скажу, что заболела. Yeah, I can't make it today. Да, я сегодня не могу приехать. But she has that thought every day for 20 years. 20 лет каждый день эти мысли посещали. She gets involved with Trevorium. Она начала заниматься травориумом. And within 6 months, she's making more money at Trevorium И через 6 месяцев она больше денег зарабатывает с травориумом, than she makes working full-time at the dental office. чем она зарабатывала, работая полное время в офисе дантиста. Now, she continued to work at the dental office, Теперь она продолжает работать в офисе дантиста. even though she was making more money from us part-time, she continued to work at the dental office. Даже несмотря на то, что она у нас частичной занятостью зарабатывала больше, она продолжала работать в офисе дантиста. But 9 days ago, she quit her job. Но 9 дней назад она оставила свою работу. And she's now full-time in Trevorium. И теперь она на полном времени в травориуме. And so this past Monday, not today, a week ago today, И в прошлый понедельник, не в этот, а вот тот, который был неделю назад, was the first time in 20 years был первый раз за 20 лет, that she did not have to wake up to когда ей не надо было просыпаться под это. Instead, she woke up when she was done sleeping. Вместо этого она проснулась тогда, когда выспалась. She had no place she had to be. Ей никуда не надо было торопиться. She now has that thing that eludes 98% of all people in the world. У нее теперь есть то, что привлекает 98% людей в мире. And it's called freedom. И это называется свобода. She has the ability to do what she wants, У нее есть возможность делать то, что она хочет, when she wants, когда она хочет, with whom she wants, с кем она хочет, anytime she wants. в любое время, когда она захочет. It's called freedom. Это называется свобода. She has 6 Saturdays, 1 Sunday. У нее есть 6 суббот и 1 воскресенье. Again, she can wake up when she's done sleeping. Еще раз, она может просыпаться тогда, когда выспалась. She has no place she has to be. У нее нет каких-то мест, куда ей надо успеть. She can go on any world tour she wants, anytime she wants. Она может поехать в любой мировой тур, когда ей захочется. She can make money from her mobile phone and her laptop. Она может зарабатывать со своего мобильного телефона и ноутбука. This is something that most people dreamed of their whole lives, but never, ever got to accomplish. Это то, о чем многие люди мечтают всю жизнь, но никогда не умудряются этого достичь. And you're seeing countless people И вы видите бесчетное количество людей, accomplish that in a year, 6 months, 5 months, 14 months. которые смогли достичь этой цели за год, за 8 месяцев, за 5 месяцев, за 14 месяцев. And again, guys, we are just getting started. И еще раз, друзья, мы только начали. We haven't gotten to momentum yet.
Мы еще не вошли на пик. Now, I want to give a shout out to Stacy Wynn and Bcash. Я хочу также поприветствовать Стейсинген и Бикеш. They are part of Arena's team. Они часть команды Ирины. They're on fire. Они горят делом. They're putting tons and tons of people into business. Они вовлекают тонны людей в бизнес. And believe it or not, their technique at the moment has just been using Facebook Messenger. И представьте себе, их техника заключается в том, что они используют мессенджер Фейсбука, And they're doing video chats. и они устраивают видеочаты. So if you look at the screen here, Если вы посмотрите сейчас на экран, we were just on Facebook Messenger and invited everyone in on a video chat. они были на мессенджере в Фейсбуке, приглашали всех в видеочат. And they're doing lots of these video chats where they're getting their prospects on the phone or on the video chat with obviously people that are excited about Trevorium. И они приглашают людей в этот видеочат и нанимают, получают людей, которые воодушевляют Травориумом. Now, a lot of you guys are doing the challenges, you're doing the Zooms, and those things are working. Теперь многие из вас делают челленджи и зумы, и все это работает. So I'm not saying you need to change what you're doing, То есть я не говорю, что вы должны изменить то, что вы уже делаете. but it is a cool technique that they're using to build the business. Но это крутой способ, который они используют, чтобы строить бизнес. It's something else you can kind of put in your, your repertoire of things you can do. Hey, let me get a bunch of people on the video chat and they can meet Larissa and Tatiana and meet Arena and meet all these great people that are doing incredible things. И они вот таким образом могут пригласить в чат людей заинтересованных и пригласить также Ларису, Татьяну, Ирину, других, у кого уже есть успех, которым они могут поделиться. Now, I'm going to remind everybody that number one, we are doing things in travel that have never, ever been done before. Теперь хочу вам напомнить, что мы делаем в сфере туризма то, что никогда раньше до нас не было сделано. That is a stone cold fact. Это просто гранитной крепости факт. And the company continues to grow. И компания продолжает расти. I talked to David Hart 3 days ago. Я говорил с Дэвидом Хартом 3 дня назад. And he was out looking at another building. И он ищет новое здание. Because the company's going to double in size this year. Потому что компания в этом году вырастает в 2 раза. And they're, adding more staff, so they need more office space. И они добавляют больше персонала, то есть им понадобится больше офисного пространства. They're bringing in more people. Они больше людей привлекают. Now, on top of that, the travel industry, Теперь, помимо этого, индустрия путешествий, which is the largest industry in the world. которая является самой крупной индустрией в мире. In fact, the travel industry is twice the size as the energy industry. На самом деле, индустрия путешествий в 2 раза больше, чем энергетическая индустрия. I think everybody here knows there's huge money in oil. Я думаю, что все здесь знают, какие огромные деньги в нефтяном бизнесе. In fact, the United States has a couple of aircraft carriers sitting in the Middle East just to guard that oil. И пара авианосцев Соединенных Штатов Америки находится на Ближнем Востоке просто для того, чтобы защищать эти вот нефтяные запасы. Countries have gone to war over oil. Государства идут на войну друг с другом из-за нефти, Because it does $5 trillion a year. потому что нефть приносит доход в $5 триллионов, общий валовый доход в мире. That is a год. colossal industry. Massive. Это колоссальная, массивная индустрия. Now, travel today is twice the size as the oil industry. Ну, а индустрия путешествий сегодня в 2 раза больше по валу, чем индустрия энергетическая. And this article on the screen you see right here and now. И статья, которую вы видите сейчас на экране, This comes from Bloomberg Finance.
Она из журнала Bloomberg Finance. That's a major financial publication. Это основная финансовая публикация. And they recently reported they expect travel to grow by 50% in the next 9 years. И они только что написали, что они ожидают, что индустрия путешествий вырастет на 50% в следующие 9 лет. So the travel industry is going to grow to 15.5 trillion in the next 9 years. То есть индустрия путешествий вырастет на $5,5 триллиона в следующие 9 лет. Which will make it 3 times the size as the oil industry. Что сделает ее в 3 раза больше, чем нефтяная индустрия. And in the middle of all of that, here's our company И в doing центре things всего этого наша компания делает такие вещи, которых никто не делал раньше. that have never ever been done before in the travel industry. Делает то, что никогда еще не делалось в индустрии путешествий. We're bringing a new model to the travel space. Приносит новую модель в пространство путешествий. And it's a model that we can save consumers huge amounts of money on travel. И это модель, благодаря которой мы можем помогать клиентам экономить огромные деньги на путешествиях. Not if, not maybe. Не, наверное, и не может быть. Now, with all that being said, our company is not yet in momentum. Сказав все это, упомяну, что наша компания еще не на пике. You already see the kind of huge incomes that are being generated. Вы уже видели, какие огромные доходы генерируются. Now, to give you guys an example, if you look at Netflix, Я приведу вам пример. Если вы посмотрите на Netflix, they have 247 million members, у них 247 миллионов членов, and they do 32 billion a year in revenue. и они зарабатывают 32 миллиарда долларов в год. Now, the travel industry is expected to go to 15.5 trillion. And if you want to know what that number looks like, I got it written here on the screen. You see all the zeros? That's what 15.5 trillion looks like. А индустрия путешествий готовится перейти на уровень 15,5 триллионов. И если вы плохо себе представляете, как это выглядит, я написал здесь это на экране со всеми нолями, которые к этой сумме прилагаются. And if all we ever did was capture 1/4 of that industry, и если все, что нам когда-нибудь удастся сделать, это получить 0,25% от этой индустрии, that would make us a $38 billion company bigger than Netflix. Это сделает нас компанией в 38 миллиардов долларов, то есть больше Netflix. Now, I'm not suggesting we're going to become bigger than Netflix. И так я не предполагаю, что мы станем больше Netflix. But I am suggesting that if we only get 1/1000% of this travel industry, но я предполагаю, что если мы получим хотя бы 0,0001% от этой индустрии, you, your kids, your grandkids will never worry about money again. Вы, ваши дети и ваши внуки никогда больше не будут беспокоиться о деньгах. The industry is so big, so massive. Индустрия настолько большая, настолько массивная, that it's like standing in front of the ocean and throwing a pebble, hoping to hit water. Перед океаном и надеяться, что вода вас, что вы дотянетесь до воды. So again, the industry is so big, so massive, you can't miss. Итак, еще раз, эта индустрия настолько массивная, что вы просто не можете промахнуться. As long as you do the basics, as long as you do the things you're supposed to do, you can't miss. Пока вы делаете со своей стороны то, что вы должны делать, вы не можете промазать. Now, what are the basics? Итак, что это за эти основы? Well, number one, I got to tell people about the business, right? Номер один, я должен рассказывать людям о бизнесе, да? You know, I can't be like a lot of people and pretend that I'm in the CIA or the KGB and I can't tell anybody what I do. It's a secret.
Я не должен быть, как многие люди, которые представляют себе, что они в ЦРУ или в КГБ. Я не могу никому рассказывать о том, чем я занимаюсь. I mean, guys, this is not a secret. You got to be out there telling anybody and everybody. Это, друзья, не секрет. Вы должны рассказывать всем и каждому. So, number one, the only secret to the business is don't keep it a secret. Итак, друзья, главный секрет бизнеса – не держать его в секрете. You should be inviting 3 to 5 people a day, every Вы day, должны, вы должны приглашать от 3 до 5 людей каждый день, to take a look at the business. чтобы они знакомились с нашим бизнесом. It doesn't mean they're all going to do it, Это не значит, что они все им займутся, but you should be at least inviting people over and over, inviting new people every day. но вы как минимум должны приглашать снова и снова новых людей. Inviting them to get on the Zooms with Eager and Larissa and all the other activity or all the other Zooms that are being done. Приглашать их на зумы с Игорем и Ларисой, на все другие зумы, которые происходят. Participating in the challenges. Принимать участие в челленджах. Are you reading 10 pages of a good book every day? Are you listening to 15 minutes of positive audio every day? Читаете ли вы 10 страниц хорошей книги каждый день? Слушаете ли вы 15 минут позитивного аудио каждый день? You will learn that success is an inside-out job. Вы узнаете, что успех приходит. The things that hold you back usually are things internal. Как правило, то, что удерживает нас от успеха, это что-то внутри нас. Meaning that sometimes it's our own issues that keep us from going out and succeeding at our highest level. Что означает, что иногда это наши собственные мысли, которые удерживают нас от того, чтобы мы перешли на более высокий уровень. And the truth is that if most people would simply apply the biblical teachings, И истина в том, что если бы большинство людей применяли библейские учения, they could succeed at incredible levels. они бы могли преуспевать на очень высоком уровне. Now, what are the biblical teachings? Что такое библейские учения? To get rid of jealousy and strife, Избавиться от зависти и соревновательности, to get rid of envy and hate. избавиться от зависти и ненависти. Don't compare what you have to what somebody else has. Не сравнивайте то, что есть у вас, с тем, что есть у других. You can't compare your journey in Trevorium to Igor and Larissa or Tatiana. Вы не можете сравнивать свой опыт с Травориумом с опытом Игоря, Ларисы или Татьяны, Because they paid the price some other place. потому что они цену уже заплатили в других местах. If you've never read the book Think and Grow Rich, Если вы никогда не читали книгу «Думай богатей», and Larissa's read it 50 times, and she has, а Лариса прочитала ее 50 раз, а она прочитала ее 50 раз, you can't compare your chapter 1 to someone else's chapter 50. вы не можете сравнивать свою первую главу с чьей-то 50-й главой. So again, don't compare where you're at to anyone else. You're running your own race. Так еще раз, не сравнивайте свой путь с чьим-то другим путем. У вас своя дорога. When you start comparing, that is the thief of all joy. Когда вы начинаете себя сравнивать, это вор всей радости. Other biblical teachings, get rid of hate Еще одно библейское учение – избавьтесь от ненависти or unforgiveness. или от непрощения. There's some people that are in our company that they've got all this unforgiveness they're holding deep inside. Есть люди в нашей компании, которые наполнены этим непрощением в глубине себя. They have not forgiven other people that have wronged them. Они не простили других людей, которые поступили с ними несправедливо. And they're holding on to all of that stuff. И они все это держат в себе. And it's like a cancer of the soul. И это как рак души. It steals your own joy. Оно ворует вашу же собственную радость. And people, they wear it on their face. И люди, у них и лицо так выглядит. You know, they're so upset with all, with different things and circumstances that they got kind of this scowl on their face instead of a smile. И от всех этих мыслей у них вот это вот выражение лица такое, вместо того, чтобы на нем была улыбка, такое суровое неприветливое лицо. They're not attracting people, they're repelling people.
Они не привлекают людей, они отталкивают людей. And there's some people that they're in our company and they're like, yeah, I'm really excited about Chivorium. И есть некоторые люди у нас в компании, которые такие: ну да, я действительно очень воодушевлен травориумом. And I'm like, well, tell your face that you're excited. И хочется сказать: ну скажи, сообщи об этом своему лицу, что ты воодушевлен. Because your face doesn't look excited. Потому что твое лицо не выглядит воодушевленным. And remember that fake enthusiasm is better than genuine boredom. И поймите, да, что фейковый энтузиазм лучше, чем искренняя скука. Now, when you forgive all those people that have wronged you, Теперь, когда вы выберете и простите всех людей, которые к вам сделали что-то плохое, and guys, we've all been wronged. и слушайте, с нами со всеми обращались нечестно. Every one of us on here have our own story about things that have happened to us. У каждого из нас есть история о том, как с нами неправильно обращались. Things that weren't right, things that were unjust, Что-то, что было неправильно, нечестно, things that were hurtful. что-то, что причиняло боль. It's happened to all of us. Это случается со всеми нами. But some of us are holding on to that stuff. Но некоторые держатся за это. And the only person you're punishing is yourself. Единственный человек, которого ты наказываешь, это ты сам. You're stealing your own joy, Ты воруешь свою собственную радость, and you're costing yourself an absolute fortune. и это стоит тебе прибыли. Because again, you're repelling opportunities that can make you money instead of attracting them. Потому что, еще раз, ты избавляешься от возможности заработать деньги вместо того, чтобы привлекать такую возможность. So again, back to the biblical teachings. Еще раз, идем к библейскому учению. I got rid of jealousy. I got rid of envy. I got rid of strife. I got rid of comparing what I have to somebody else. I'm forgiving everybody. Я избавился от ревности, я избавился от зависти, я избавился от сравнения себя с кем-то другим. Next, to have an attitude of gratitude. Следующее, иметь отношение благодарности. Learn to be thankful in all circumstances. Научиться быть благодарным в любых обстоятельствах. I didn't say thankful for all circumstances, but thankful in all circumstances. Я не сказал, что нужно быть благодарным за все обстоятельства, но быть благодарным в любых обстоятельствах. My wife, back in 2013, got cervical cancer. Моей жены в 2013 возник рак. Now, we were not thankful for cervical cancer. Мы не были благодарны за рак. So you don't have to be thankful for the circumstance. You have to be thankful in the circumstance. То есть вам не нужно быть благодарным за обстоятельства, но благодарным внутри этих обстоятельств. Can you continue to say praise God as you hear Eager say all the time? Praise God. Can you keep saying praise God even when you got cervical cancer? Вы можете говорить «Слава Богу», как Игорь вот всегда говорит «Слава Богу». Вы можете это говорить даже когда у вас рак. And I get it's not fair that you got it. И я понимаю, это нечестно, что он у вас возник. It's not fair that you got hit by a drunk driver. Это несправедливо, то, что вас сбил пьяный водитель. It's not fair that you got fired and when it was really the other person that did the thing wrong. Это несправедливо, что уволили вас, хотя накосячил другой человек. Again, can you continue to say praise God even when things aren't going your way? Еще раз, можете ли вы говорить «Слава Богу», даже если все идет не по-вашему? Even when you're justified in feeling wronged, you're justified in feeling outraged. Даже когда вы чувствуете себя неправильно, даже когда вы чувствуете раздражение, Can you continue to find the reasons to be thankful? можете ли вы продолжать находить причины для благодарности? So again, she got the cancer in 2013, Итак, еще раз, у нее обнаружили рак в 2013 году, 10 years ago. 10 лет назад. Yesterday, she turned my wife's birthday was yesterday. She turned 58 yesterday. Вчера был день рождения моей жены, ей исполнилось 58. So she got the cancer when she was 48.
То есть рак у нее начался, когда ей было 48. Now, we weren't thankful for cancer, but we were thankful for the doctors. Итак, мы не были благодарны за рак, но мы были благодарны за врачей. We were thankful for the medicine. Мы были благодарны за медицину. We were thankful for the incredible life we'd already had. Мы были благодарны за замечательную жизнь, которая у нас уже была. We were thankful for our 3 daughters. Мы были благодарны за 3 наших дочерей. We were thankful for all of the outpouring of love and support and prayers we had from so many people. Мы были благодарны за огромное количество любви, поддержки и молитв, которые мы получали от других людей. We were thankful for residual income. Мы были благодарны за пассивный доход. We had money coming in whether we worked or not. Деньги приходили, независимо от того, работали мы или нет. So it was a matter of finding ways to be thankful. И то есть мы находили, за что нам быть благодарны. And that's a big part of it, the attitude of gratitude, learning to be thankful in all circumstances. И это большая часть всего, быть благодарным в любых обстоятельствах. And there's a great story that illustrates this point. И есть прекрасная история, которая иллюстрирует то, о чем я говорю. It's about a young father. He had a beautiful wife and 2 amazing kids. И это о молодом отце, у которого была прекрасная жена и 2 детей. His kids were young. Его дети были молоды, He was having problems with his eyes. и у него были проблемы с глазами. He goes to the doctor and they say, "Oh my gosh, I think you have cancer in your eyes." Он пошел к врачу, врач сказал: "О, у тебя, кажется, рак". The doctor says, "The only way you're going to be able to live is we remove the cancer." Врач сказал, что единственный способ для тебя выжить — это если мы вырежем этот рак. But if we remove the cancer, you're going to be blind. Но если мы вырежем рак, ты ослепнешь. So here's the guy. He's at the hospital. И вот этот человек в госпитале, He's laying there. They're getting ready to take him back and do the surgery. он там лежит, готовится к операции. And his beautiful wife and kids are there. Его красивая жена и дети там. And he's looking at them for the И он last смотрит на них time в последний раз with his own eyes. своими собственными глазами. He's trying to burn an image of what they look like in his mind. Он хочет просто выжечь их образ у себя в голове, Because he's never going to see him again. потому что он никогда их больше не увидит. And so he's crying and they're crying. They're all holding hands. И он плачет, они плачут, и все держатся за руки. You can kind of picture the scene here. Можете себе представить такую картину. They take him back to do the surgery. И вот его отвозят в операционную, And they discover that it's not cancer. и там они обнаруживают, что это не рак. Therefore, they didn't have to do the invasive process that was going to leave him blind. То есть им не нужно проходить весь процесс, который сделал бы его слепым. When he wakes up from the surgery, Когда он просыпается после этой операции, his wife and kids are there. его жена и дети там. And his kids are like, "Dad, Dad, Dad, you're going to be okay. It's not cancer. You're going to be able to live and see." И дети такие: "Папа, папа, все нормально, это не рак, ты сможешь жить и видеть". And when the guy realizes that he can still see, И когда он осознает, что он все еще видит, and he realizes everything's going to be okay, и он осознает, что все будет в порядке, he says, "Today is the greatest day of my life." он говорит: "Сегодня самый лучший день моей жизни". Now, what did the guy have today that he did not have yesterday? Теперь смотрите, что у него есть сегодня, чего у него не было вчера. Other than a new appreciation for it. Кроме того, что он по-новому относится к тому, что он имеет. All he had was a new appreciation for what he already had. У него есть только отношение благодарности к тому, что у него уже было и так. Now, picture this guy driving home from the hospital. Теперь представьте себе этого человека, едущего домой из госпиталя. Can you see the smile on his face? Вы можете увидеть улыбку у него на лице. I mean, the guy's going to be beaming. I mean, just literally beaming. То есть такой человек должен просто реально сиять как флуоресцентная лампочка.
He's got his wife and kids in the car saying, man, have you ever seen М, such a beautiful sky? У него жена и дети с ним в машине. Он говорит: "Ты когда-нибудь видел настолько красивое небо? Man, have you ever seen such beautiful trees? Вы когда-нибудь видели такие прекрасные деревья?" Now, picture someone comes and cuts him off on the freeway. Теперь представьте себе, что кто-то его подрезал там на хайвее. Do you think he's going to chase that guy down, honking his horn, and give that guy the old number one? Будет ли он гнаться за этим человеком, дудеть ему и там показывать знаки? No. Нет. The guy's filled with so much joy, so much gratitude. He's so Человек, thankful. человек наполнен такой радостью, такой благодарностью, он настолько благодарен. The guy just says, "Oh, hey, buddy, hey, be careful out there. I hope you get where you got to get going. Be safe." Он скажет просто: "Да, парень, давай аккуратней там, смотри, не врежься ни в кого". In this moment, nothing can steal his joy. В этот момент ничто не может украсть его радость. In this moment, anyone who sees him like, "Wow, what's going on with you?" В этот момент любой, кто его увидит, скажет: "Вау, что с тобой происходит?" The guy's so happy. It's on his face. He's beaming. People are like, "Man, did you win the lottery or something? What's going on with you? You look amazing." I mean, people are attracted to it. Он настолько счастлив, что он не обращает внимания на мелочи. И люди, которые его видят, говорят: "Вау, что с тобой случилось? Что, в лотерею выиграл?" Потому что он просто привлекает всех своим сиянием. And guys, when you apply the biblical teachings, И, друзья, когда вы применяете библейские принципы, you can put yourself in that state more often than not. вы можете себя в подобное состояние определять гораздо чаще. And you become attractive to people. И вы станете привлекательными для людей. They want to be around you Они захотят быть рядом с вами because of your great joy. из-за вашей огромной радости. Man, all I know is, man, Vera and Sergey, they're excited. I like being around Vera and Sergey because they're excited. Мне нравится находиться рядом с Верой и Сергеем, потому что они воодушевленные, они позитивные все время. They're always smiling. They're happy. They're energetic. They're looking forward to tomorrow. Они все время улыбаются, радуются, они полны энергии, с радостью смотрят в завтрашний день. I need more of their spirit in my life. Мне нужно больше их духа в моей жизни. And every one of you could do the same thing. И каждый из вас может делать то же самое. But that's the personal development side of the business. И это часть личного роста в нашем бизнесе. Success is an inside out job. Успех – это работа изнутри наружу. Which is why we got to read 10 pages of a good book every day, 15 minutes of audio every day. Вот почему надо читать 10 страниц хорошей книги, слушать 15 минут позитивного аудио каждый день. In the book of Romans, chapter 12, verse 2, Послание к римлянам, 12 главе, 2 стихе. the Bible says, let God transform you Библия говорит: позвольте Богу изменить вас into a new person в нового человека, by changing the way you think. меняя способ вашего мышления. And again, the word transform И еще раз, слово «преобразовать» is the same word they use for metamorphosis, – это то же слово, которое мы используем для слова «метаморфоза», as in when a caterpillar becomes a butterfly. That's metamorphosis. когда гусеница становится бабочкой. Это метаморфоза. Let God metamorphose you. Let God transform you into a new person. Позвольте Богу метаморфизировать, преобразить вас в нового человека, By changing the way you think. меняя образ вашего мышления. Now, what controls the way you think? То есть что может показать то, как вы думаете? The books you read, Книги, которые вы читаете, the audio you listen to, аудио, которые вы слушаете, the people you associate with, люди, с которыми вы общаетесь, the Zooms you attend, зумы, в которых вы участвуете, and then just working on yourself. и работа над собой. You can change the way you think.
Вы можете изменить то, как вы думаете, which is going to change your result. что изменит ваши результаты. And so every day we're inviting new people to be on the Zoom, И каждый день мы приглашаем новых людей на Zoom, to be a part of the challenge. быть частью челленджа. Every day we're reading pages of books and listening to audios to improve ourselves. Каждый день мы читаем страницы из книг и слушаем аудио, чтобы улучшить себя. We're plugging into all of the events, Мы подключаемся ко всем мероприятиям. and we just keep doing it and doing it and doing it for the next 3 to 5 years. И мы продолжаем это делать и делать и делать в следующие от 3 до 5 лет. You can't do it today or do it this week and say, well, my life hasn't changed. Вы не можете делать это сегодня или через раз там в короткое время, потом говорить, ну, моя жизнь не меняется. You didn't get to where you are overnight. You're not going to change who you are overnight. Вы не изменитесь за один вечер. You can't change destination overnight, Вы не можете изменить свою судьбу за день. but you can change direction. Но вы можете изменить направление. You can change the sail, meaning, yeah, I won't be there today, but I'll be there in 6 months, 12 months, 18 months, because I'm headed in a new direction. Вы можете сказать, я, конечно, туда не доберусь за один день, но я буду там через 6 месяцев, 12 месяцев, 18 месяцев, потому что я изменил направление. Now, one other thing I want to cover today is that when you do get a brand new partner, Теперь я хочу сказать, что когда вы это делаете, выберите совершенно нового партнера. you want to try to launch their business. Вы хотите как бы организовать их бизнес. Now, the reason being is that a body in motion tends to stay in motion. Body and emotion. No, a body in motion tends to stay in motion. Причина в том, что тело, находящееся в движении, имеет тенденцию оставаться в движении, имеет инерцию движения. And a body at rest tends to stay at rest. А тело, которое остается на месте, имеет инерцию оставаться на месте. It's the law of inertia, Это закон инерции. which means that if I sponsor a mix Что означает, что если я спонсировал микс, and I don't get him going in the business, и я не вовлекаю его в бизнес, now don't get me wrong, he's in the business as a customer paying his monthly auto ship. не поймите меня неправильно, он в бизнесе как клиент, потому что он платит свои ежемесячные взносы, But I don't get him engaged in building the business. но я его не вовлек в построение бизнеса. If I just kind of like put him in and forget about him, То есть, если я его просто подписал и забыл про него, and he's not quite sure what to do, and he's nervous, and he doesn't want to mess it up, so he doesn't do anything. и он не очень понимает, что надо делать, он нервничает, он не хочет все испортить, и он в результате вообще ничего не делает. He's a body at rest. Он тело, находящееся не в движении. He's not doing anything. Он ничего не делает. And unless something dramatic changes, he'll continue to not do anything because a body at rest will stay at rest. И если ничего драматически не изменится, он будет оставаться без движения, потому что таков закон инерции. Now, if I can get mix going, Но если мне удастся заставить микса двигаться, we're talking to people, we're signing people up, we're doing the business. мы говорим с людьми, мы подписываем людей, делаем бизнес. A body in motion tends to stay in motion. Тело в движении имеет тенденцию оставаться в движении. So what are the things we can do to try to get somebody into motion, into activity? То есть что мы можем сделать, чтобы заставить кого-то начать двигаться, заставить кого-то действовать? And these things are always best done at the beginning. И это лучше всего всегда делать в начале. But even if someone's been here a while, there's things you can still do to try to get them going. Даже если вы кто-то был уже в компании достаточно давно, все равно нужно стараться их приводить в движение. Now, number one, are they coming to all of the events? Но вот такие вопросы. Номер один. Приезжают ли они на все ивенты? We have a big event in July, У нас будет большой ивент в июле, July 13th. 13 июля. In fact, we're going to have a black tie event Friday night
So if you want to be there for the party, you want to be there by July 12th. И там у нас в пятницу вечером накануне будет большой ивент черных галстуков, поэтому если вы хотите на него попасть, вам лучше приехать 12-го. And I want to remind everybody that if you buy your ticket for the event in July before the end of January, which is in 2 days, if you buy it today, tomorrow, or the next day, if you buy your ticket for July now, you get to participate in a special promotion the company will announce in July. Если вы купите билет в эти дни до январского, до конца января, вот за сегодня, завтра или послезавтра, то вы будете участниками большого промоушена, который компания объявит в июле. But getting everybody on your team at that event is the single greatest activity you can do. Но привести всех членов своей команды на этот ивент – это одна большая активность, которую вы можете организовать. Because the event is so dynamic, it can take a body at rest and hit it in a way that it starts to become a body in motion. Потому что активность на ивентах настолько заразительная, что она может подтолкнуть тело, находящееся без движения, и привести его в движение. Somebody who attends is so affected by what happens that this pent-up energy can transform from being a body doing nothing to a body doing something. То есть там такой сгусток энергии, что он может заставить того, кто не делает ничего, начать делать что-то. Now, when it comes to getting people to an event, the first thing is, have you bought your ticket? Теперь, когда речь идет о том, что людей нужно привести на ивент, купили ли вы свой билет? And remember, people follow strength, not weakness. И помните, что люди следуют за силой, а не за слабостью. If I go, well, I'll go if Sergey goes. So let me check in with my downline, Sergey, and say, hey, Sergey, hey, are you going to the event? He says, are you going? Well, I don't know. I might go. It's kind of maybe whether you go. Если вы говорите, я поеду, если Сергей поедет, он в моей там линии, и вы ему звоните, говорите, привет, как ты там на ивент собираешься? Он говорит, я не знаю, а ты как? Ты говоришь, да я тоже, в принципе, не знаю, посмотрю, как ты там. Guys, that's weak sauce. That's weak sauce. Это плохая компонента. People don't follow that kind of leadership. Люди не следуют за таким лидерством. People follow strength, not weakness. Люди следуют за силой, а не за слабостью. They need to hear, yes, I'm going. Even if I'm the only one on my entire team, I will be there. И людям нужно услышать, да, я еду. Даже если там буду один из всей команды, я все равно туда поеду. Then they're like, oh, well, yeah, if you're going, then yeah, I'm going too. И тогда люди начинают говорить, окей, если ты едешь, то я тоже туда поеду. So you have to first and foremost, have you bought your ticket? То есть вам надо в первую очередь купить свои билеты. Then get everyone on your team to buy their ticket. Затем привлечь всех в своей команде, чтобы они тоже купили билеты. Now, here's another trick, by the way, to help people that are not currently engaged. Теперь вот еще один трюк, который поможет вовлечь людей, которые еще не вовлечены. And I do not know why this technique is not taught in the industry. И я не знаю, почему этому приему не учат в индустрии. I learned it by accident. Я его выучил случайно. When I was 25 years old, Когда мне было 25 лет, if you can't tell, that was a moment ago. и вы можете сказать, что это было буквально минутку назад. That was 28 years ago. 28 лет прошло. But when I was 25 years old, Вот когда мне было 25 лет, I was sponsored by the company. я был спонсирован компанией. My sponsor was the company. Моим спонсором была компания. All that meant was I had no upline. Say it again? I had zero upline, no upline. То есть у меня не было никого сверху вообще. Nobody above me, but the president of the company, he was busy running the company. I had no upline. То есть меня подписал президент компании, и поэтому он занимался своими делами, он
работал, занимался с компанией, и поэтому у меня времени не было, у меня не было никакого старшего человека. So when I was doing my three-way phone calls, Поэтому, когда я делал свои трехсторонние звонки, I had no choice but to call my downline. у меня не было выбора, кроме как звонить тем, кто был подо мной. Now, remember, a lot of your team, when they join, they're scared. Теперь помните, да, многие из вашей команд, когда они присоединяются, они боятся. Prospects seem like these scary people that may bite your head off. Проспекты кажутся какими-то ужасными людьми, которые вам могут голову откусить. And so they're sitting there kind of doing nothing. И они сидят и ничего не делают. So let's say that Mix is in my downline. И вот, скажем, представьте себе, что микс в моей линии внизу. And Vera and Sergey are my brand new prospects. А Вера и Сергей мои новые проспекты. And so I three-way phone call to Mix. И я этот трехсторонний звонок направляю миксу. Now, Mix hasn't been doing anything. He just got signed up, a couple of days ago, or a couple of weeks ago, or a couple of months ago. А микс ничего вообще не делает. Он подписался, может, пару дней назад или пару недель назад, может, и пару месяцев назад. But Mix has a story. Но у микса есть история. Every one of you have a story. У всех у вас есть история. Why did you join the company? Почему вы присоединились к компании? That's your story. Это ваша история. Whether it's because you wanted to travel, or you wanted to make money, or you hate your job, or you want to get out of debt, or you want to leave something for your kids, tell it to my prospect. Это, например, то, что вы любите путешествовать, или вы хотели заработать, или вам надо выбраться было из долгов, или вы ненавидите свою работу, или хотите обеспечить своих детей. Это ваша история. So Mick starts talking to Vera and Sergey. Итак, Микс начинает говорить с Верой и Сергеем. Tells a story, they hit it off, they're having this great conversation. Он рассказывает свою историю, эта история прокатывает, прекрасно они общаются. When it's all said and done, I call Mix back. И когда все сделано, я звоню Миксу обратно. I say, Mix, thank you so much. И я говорю: Микс, спасибо тебе большое. I think they're going to join. Я думаю, что они присоединятся. And if they do, they're going to come in below you. А если они присоединятся, они встанут под тобой. Now, how does Mix feel at this very moment? И как Микс себя чувствует в этот момент? He's inspired, Он воодушевлен. not just because I'm putting someone below him, Не просто потому, что я кого-то ставлю под ним, because he was a participant in the process. но потому что он был соучастником процесса. He realized that Vera and Sergey weren't people that were going to bite his head off, right? They were people that were interested in the business, asking questions. Он вдруг понимает, что Вера и Сергей были не теми людьми, которые собираются ему голову откусить, но людьми, заинтересованными в бизнесе, которые задают вопросы. It was a pleasant, fun conversation. Это было приятное и веселое общение. And Mix is starting to think, I can do this. И Микс вдруг понимает: я могу это делать. I just helped get them signed up. I can do this. Я только что помог им подписаться, я могу это делать. He's building confidence. Он выстраивает уверенность. Mix is thinking, I know some people that have the same background as Sergey and Vera. Maybe I should call them. Микс говорит: я знаю людей, которые, в принципе, имеют такую же историю, как и Сергей и Вера. Может быть, мне стоит им позвонить? I'm like, Mix, that's not a bad idea. Maybe we should call them. Я говорю: слушай, знаешь, это неплохая идея, наверное, нам стоит им позвонить. And Mix went from being a body at rest to a body in motion. И Микс превращается из тела без движения, бездвижного, в тело двигающееся. So getting your people to the events, getting them on the Zooms, but also involve them in the recruiting process of your new members. То есть приглашайте людей на ивенты, приглашайте их на Zoom-презентации, но также вовлекайте их в трехсторонние звонки с новыми проспектами. Because the most powerful thing of all Потому что самое мощное из всего is having a prospect hear your stories. – это дать возможность проспектам услышать вашу историю. And I'll say this again. I can go Я out and ask скажу это somebody if they снова. want to travel for less, Я могу пойти спросить кого-то, хотят ли они путешествовать дешевле, if they want to travel for free,
Хотят ли они путешествовать бесплатно? or if they want to make money. Или хотят они зарабатывать деньги? When I have somebody, a prospect, that wants to do one of those three things, Когда у меня есть проспект, который хочет делать одну из этих трех вещей, give me any 10 of you, and I don't care which 10. дайте мне 10 из вас, и мне не важно, кто именно из 10. I don't care how long you've been here, how little you've been here. Мне не важно, как долго вы были в компании или как недолго вы были. You've been on trips, you've never been on a trip. Были ли вы в поездке или не были? You've made money, you've never made money. Заработали вы что-то или нет? I don't care what your background is. Мне не важно, какой у вас бэкграунд. Tell my prospect why you joined, why you're excited. Расскажите моему проспекту, почему вы присоединились, почему вы воодушевлены. So give me any 10 people who say, yes, I want to travel for less, I want to travel for free, or I want to make money. То есть дайте мне 10 любых людей, которые скажут, да, я хочу путешествовать дешевле, или я хочу путешествовать бесплатно, или да, я хочу зарабатывать. I take my 10 prospects and I introduce them to 10 of you, don't care which 10. Я возьму моих 10 проспектов и представлю их 10 из вас, неважно кому именно. All 10 of you tell your story to my 10 prospects. Все 10 из вас расскажут свою историю моим 10 проспектам. I'll sign up 3 to 5. Я от 3 до 5 подпишу. I'll sign up 3 to 5. Я подпишу от 3 до 5. Because the most powerful thing of all is the collective stories of all of us. Потому что самая мощная вещь – это коллективная история всех нас. So you can involve your downline in the recruiting process. То есть вы можете своих нижестоящих вовлекать в процесс рекрутирования. Now, that may not be my first phone call may not be to mix. Это, может быть, не будет моим первым выбором. Я, наверное, не позвоню сразу Миксу, например. Obviously, first and foremost, I want him on the challenge Zoom with Igor and Larissa. Я хочу его на челлендже с Игорем и Ларисой. And so there's a lot of ways I'm going to expose them to people who are having success making money. И есть много способов, как я могу представить это людям, которые успешно зарабатывают деньги. But sometimes people want to think about it, or they're kind of stalling, or they're dragging their feet. Но если люди так не очень проявляют энтузиазм в этом, And one of the best ways to follow up with people is say, hey, I got somebody I want you to meet. и самый лучший способ с людьми поддерживать контакт, это сказать, слушай, хочу тебя кое с кем познакомить. So Sergey and Vera, they've already seen a couple of Zooms. И Сергей и Вера, они уже видели пару зумов. They've met Igor, they've met Larissa, they've met Tatiana, they've met Ark. Они познакомились с Игорем, Ларисой, с Татьяной, и Арком. Then I say, by the way, man, you have not yet met Mix. I want you to meet Mix. Но я могу сказать, ну подожди, ты, It между gives me прочим, a еще reason с to Миксом follow не up. познакомился. Ты еще с Миксом не встретился, тебе надо с ним познакомиться. Это причина, по которой я могу продолжать с ними контакт. And so again, guys, you want to help launch your people, right? You want to get them involved. То есть, еще раз, друзья, вы хотите своих людей вовлечь. Вам важно, чтобы они тоже начинали двигаться и работать. If Vera and Sergey sign up today, man, I want to do a Zoom for you and your people. I want to do a launch Zoom. We want to help you get off to a fast start. И если Вера и Сергей сегодня подпишутся, я хочу сделать для них Zoom, я хочу пригласить туда людей, я хочу им помочь увидеть и показать, как они могут двинуть свой бизнес. Because again, a body in motion tends to stay in motion, and a body at rest will tend to stay at rest. Потому что, еще раз, тело в движении будет оставаться в движении, а тело бездвижное имеет тенденцию так и не двигаться. Guys, love you guys.